Чрезвычайное происшествие в мире российского шоу-бизнеса. В минувшие выходные в Москве на Ваганьковском кладбище была раскопана могила великого советского певца Владимира Семеновича Высоцкого. Также был демонтирован памятник артисту. Шокирующее преступление уже взял под личный контроль начальник Следственного комитета России товарищ Бастрыкин. В сговоре с преступниками обвиняются охранники и администрация Ваганьковского кладбища, которые позволили злоумышленникам совершить акт вандализма. Однако настоящим шоком стали имена задержанных преступников. Ими оказались дети известных публичных личностей. Ими оказались дочь российского композитора Дмитрия Маликова Стефания, дочь директора музыкального агентства «Маргарита» и два известных российских блогера Сергей и Арсений. Последняя жена Владимира Высоцкого и два его сына, Никита и Аркадий, уже выдвинули ноту протеста и требуют самого жесткого наказания для преступников. Преступники задержаны и дают показания. Стали известны подробности шокирующего события. Как заявила в полиции рыдающая Стефания Маликова, они открывали с друзьями новый видеоканал, посвященный жизни замечательных людей. По мнению блогеров, настоящей бомбой для открытия канала должно было быть видео с Владимиром Высоцким на фоне его могилы. Безумная молодежь подошла к делу с размахом и большими финансовыми тратами. Они за крупную сумму денег наняли строительную бригаду, которая демонтировала памятник Владимира Высоцкого, раскопала могилу, а через 2 дня выполнила обратную работу. По всей вероятности, чудовищное преступление совершалось с молчаливого согласия администрации кладбища. На Ваганьковском везде охрана и видеокамеры, и незаметно такое преступление совершить просто невозможно. Уже позже стало известно, что блогеры в лице Стефании Маликовой дали крупные денежные взятки администрации кладбища. Отец виновницы преступления Дмитрий Маликов отмахивается от журналистов и не желает комментировать произошедшее событие. Напомним, что Стефания Маликова уже ранее была замешана в криминальных скандалах. Весной этого года во время шумной вечеринки вместе с Никитой Пресняковым и Никитой Малининым девушка совершила пожар в замке Максима Галкина. Тогда только при помощи влиятельного отца девушке удалось избежать тюремного наказания. Однако на этот раз все гораздо серьезнее. Как заявили сыновья Владимира Высоцкого, его супруга Марина Влади и миллионы российских зрителей, такое преступление простить невозможно. На данный момент дочь композитора находится под стражей. Это уже не первый подобный случай в мире российского шоу-бизнеса. Только в этом году в результате чудовищных преступлений пострадали могилы известных российских личностей – актера Леонида Куравлева и певца Пьера Нарцисса.